Я вас приветствую на моем канале. Всем доброго времени суток, друзья. В этом видео мы подробно рассмотрим, как выполнить дисплей-мод Game Boy Advance SP. Мы заменим родной AGS-экран на IPS LCD дисплей. В данном видеоматериале я больше уделю внимание самой инсталляции дисплея с IPS-матрицей. Моменты сбора-разбора GBA я освещу в общих чертах, так как подобной информации достаточно на просторах интернета. А вот видеогайда по установке IPS в GBA SP на русскоязычном YouTube я лично не нашел. Разумеется, в финале мы обязательно сравним качество выводимого изображения на обычном EGS-01 и на IPS-моде. Сделать вывод, стоит ли данная затея потраченного времени из 45 баксов, именно такая цена IPS-дисплея, который мы будем сейчас устанавливать, я попрошу вас в комментариях под данным видео. Предлагаю конкурс. Как видеогайд по IPS-моду преодолеет порог в 1000 просмотров, я разыграю модернизированный мною Game Boy среди всех оставивших комментарий по данной теме. Победитель будет выбран случайным образом из всех участников. Итак, начинаем разбирать наш аппарат. Нам потребуется специфическая бита для треугольного шлица и крестовая. Начнем, соответственно, разбор с отключения аккумулятора. Для этого нам необходимо открутить крышку аккумулятора и извлечь аккумулятор. Ну вот так. Теперь нам в большинстве случаев, в общем-то, нужна будет только вот эта вот бита, как я уже говорил, с треугольным шлицом. Обратите внимание, что винты имеют разную длину в этой конструкции. То есть винты, расположенные вот по этим краям, будут более длинные, например, чем винт, который находится вот здесь. То есть стоит их складывать в разные, соответственно, кучки. Как обычно, я для сокращения эфирного времени открутил несколько винтов. Итак, значит, у нас вот плата. Нам ее придется также открутить. Здесь мы, кстати, имеем уже крестовой шлиц. Ну, как я и говорил, что почти нам всегда понадобится треугольная отвертка. К сожалению, возможно, сейчас коллекционеры плачут, но, на мой взгляд, такие вещи всегда интересно разобрать, посмотреть, что у них внутри. Ничего в этом нет особенного или дурного. Поэтому я бы хотел увидеть все-таки здесь более яркое и четкое изображение, как нам обещает компания Funnyplane. Не помню точно, на какой минуте я остановился, но, видимо, все-таки не будем мы мучить вот этот аппарат. Стало очевидно, что он действительно находится в 100% оригинальном состоянии. Я этого не ожидал, просто, если честно. Но его действительно до меня никто никогда не вскрывал. И там находятся родные детали с завода. Поэтому мы его отложим, а для мода будем использовать вот второй экземпляр, который у меня имеется. Дисплей с черной рамкой сюда подойдет больше. Здесь, как видите, рамка красная, и она больше подходит к дизайну вот этого аппарата. А здесь она, серая, но черная тоже подойдет. Собственно, продолжаем дисплей мод. Когда мы открутим все винтики, вот здесь их 5 штук, здесь, соответственно, 4, 2 здесь и 1 вот здесь. Вот здесь находятся длинные винты, вот остальные все коротенькие. Значит, давайте посмотрим, что у нас произойдет. Вот здесь у нас экран. Я предварительно уже вытащил шлейф из основной платы. Хотел бы обратить внимание на то, что шлейф имеет вот такую скрутку. Это важно, потому что шлейф, который идет
к вот этому дисплею, он вообще ровный. Его придется закручивать самостоятельно. Значит, ну, вот снимаем. Здесь вот обратите внимание вот на эти штрихи, чтобы они не выпали. На них держатся так называемые шифты. Плата будет крепиться 3 винтиками с крестовой резьбой, кстати. Вот. С крестовым шлицом. Винт с крестовым шлицом, оговорился. Соответственно, вот так мы имеем. Ну и давайте теперь попробуем, соответственно, установить сюда наш новый дисплей. Значит, он встает. Вот, и его необходимо здесь вот так вот будет закрыть. Ну вот, собственно, закрываем. И вот, как видите, у нас все тут уже получилось. Получилось это по той простой причине, что я уже подготовил вот эту вот крышку, потому что, к сожалению, вот из-за этой части новый дисплей сюда просто не влезет. Поэтому с помощью надфиля, кусачек, ну, вот, такого вот ножичка, пришлось крышку немножко подготовить. В принципе, все это делается легко. То есть здесь же такое же вот ребро жесткости. Вот она. И мы его, как я уже сказал, убираем. То есть сначала мы его вот так вот откусываем. Потом зачищаем надфилем. И вот здесь еще снизу, как видите, немножечко вырезаем еще. Это нужно для вот этой платки. Так, собственно, ну, перед тем, как мы все это соберем, разумеется, нужно будет спаять. То есть нам нужно будет припаять вот этот вот проводок. Проводок необходимо припаять к вот этой точке. Q12B. На печатных платах литерой Q обозначаются какие-то разрыватели. Ну, вот это наша кнопка, которая управляет яркостью. Соответственно, данный дисплей здесь позволит несколько увеличить количество режимов яркости. Если вот этот проводок не припаять здесь, а просто вставить шлейф, то будем иметь постоянно самый яркий режим. Вот, собственно, и все. То есть, это как вам удобно. Можете в теории не припаивать. Ну, ни на какой другой режим эта кнопка вам переключить вот этот дисплей без припаивания вот этого проводка не даст. То есть логика немножко другая работа. И второй конец провода припаивается вот здесь к шлейфу. Также там будет такая точка специальная. Еще раз. Нас интересует точка на плате. Q12. B. Находится она рядом с крестовиной. Видите надпись Write. И на шлейфе также вы увидите специально под пайку подготовленную точечку. Ну, собственно, припаиваем. Перед тем, как припаивать, разумеется, шлейф нужно протащить значит, вот сюда. Собственно, наверное, это самое трудное, как мне кажется.
Но у нас есть такой проводок, поэтому используем его как кондуктор. Вот так вот. Но видите, шлейф у нас ровный. Поэтому помните то, что я говорил, шлейф придется закрутить. Вот таким вот образом. Так, момент пайки проводка к плате. В моем случае, конечно, дедушкин паяльник, но вообще рекомендую использовать паяльник с более тонким жёлом. Ну вот вуаля. Все готово. Соответственно, сейчас осталось закрепить шлейф и можно собирать. Так, монтаж шлейфа. Ну, думаю, что плату надо будет немного вот так развернуть. Шлейф немного вытянем. Вставляем. Разъем. Фиксируем. Далее нам необходимо совместить вот этот разъем дисплея и вот этот. Собственно, пытаемся соединить. Ну, здесь не должно быть трудностей. Кто разбирал телефон, у того должно получиться. Вот, в принципе, все. Значит, вот наш шлейф, вот наша плата. Рекомендую все-таки ее попробовать зафиксировать на двойной скотч вот здесь к этому основанию. После чего мы все закроем крышкой и соберем. Ну вот наш двойной скотч. И вот так мы, я уже говорил, фиксируем под небольшим углом. Закрываем крышку и завершаем сборку. Так, завершив сборку, давайте посмотрим, что у нас получилось. Справа раритет, слева дисплей мод. Сверху я придумал такую небольшую декорацию с целью усилить ламповый эффект, ну, чтобы у раритета появились шансы против модернизированного геймбоя. Надо сказать, давно интересуюсь реставрацией и модернизацией олдскульных девайсов, в том числе от компании Nintendo. Поэтому, если кому-то из моих зрителей такая тема будет интересна, то сниму еще несколько видео по данной тематике. Можно будет, как вариант, Шарпу сделать HDMI мод. Ну, в будущем, так сказать. Сейчас все-таки давайте вернемся к нашим претендентам. Значит, давайте рассмотрим поподробнее, хотя, на мой взгляд, все очевидно. Вот здесь у нас вот старенький LCD дисплей с фронтальной подсветкой. То есть, вот смотрите, вот она, вон там, вот видите, светодиодная рамка. Вот, можно так вот отключить подсветку, ну, так вот как-то будет. Вот, есть в этом, конечно, свой шарм, но технология, в общем, стара как мир. То есть, позади матрицы там отражающая поверхность находится, а вот здесь у нас вот расположена светодиодная, как говорится, рамка, подсвечивающая экран. Справедливости ради надо бы добавить, что вот этот
IPS дисплей было бы интересно сравнивать, например, с не AGS 001, а с AGS 101. Ну, на мой взгляд, вот у нас он есть, ну, подключить его, к сожалению, не к чему. Поэтому мы его так просто посмотрим, как он устроен. Он устроен, в общем, почти так же, как и вот этот вот экранчик. Здесь только различие в подсветке, то есть в ее организации. Она здесь более уже продуманная, она расположена, соответственно, скажем так, то есть здесь вот есть так называемый рассеиватель, и вот у него такая светодиодная лента, вот, и все это дело расположено уже непосредственно за матрицей. Вот. Ну, изображение получается более яркое, соответственно, так сказать, и более, ну, как бы, удобное для восприятия, назовем это так. Вот. Но все это не может соперничать вот уже с более вот таким вот совершенным дисплеем. Вот. То есть, как мы можем заметить, здесь вот значит, улучшена цветопередача и контрастность. А также расширены углы обзора, то есть при изменении, видите, положений геймбоя, соответственно, качество изображения не снижается. Ну, вот. Тут, как видим, вот несколько режимов яркости. Ну, на мой взгляд, хватит и вот этого первого. Давайте же попробуем сыграть. Game over. Даже дробовик не взял. В общем, участвуйте в конкурсе. Всем желаю удачи. Я прощаюсь с вами.